Привет, друзья! Это мой месячный отчет по работам за ноябрь. Я начну с работ, которых нету сейчас в наличии, потому что они сейчас украшают стены одного очень уютного заведения в Ереване. Первая работа называется «Урожай». Она написана по мотивам местных уютных улочек. Вторая работа называется «По течению». Она немножко такая метафорическая, из серии «Яблоки от яблони недалеко падают». Но вот яблоки у меня уплыли куда-то далеко от яблони, а куда это уже кто знает. В этом месяце я много увлекалась нестандартными форматами. Вот несколько работ в таком длинном формате с персиками. Вторая работа со сливами в горизонтальном формате. Такие вот все мне нравятся, когда они солнечные, очень светлые. И третья работа с виноградом. Она уже в таком вертикальном формате, тоже такое с видами, улочками такого старого Еревана и горами на дальнем плане. Я потом из этих работ делаю закладки. Вот наподобие таких, как вы видите справа, они печатаются на ламинированной матовой ламинации бумаги, очень приятная на ощупь. Вот эта работа тоже непростая. Я планировала из нее сделать стикер, такую наклейку. Мне очень хотелось отобразить какие-то такую символику Армении. Назвала эту работу с любовью, из Армении с любовью. Еще 3 работы у меня были в нестандартном формате. Мне хотелось поэкспериментировать с квадратом. Это виноград, мандарины с виноградом и гранат. Меня вдохновили такие армянские узоры, резьба по камню. Я видела где-то в сувенирных магазинах такие тарелочки, которые стилизованы под вот эту резьбу по камню. Мне хотелось положить вот эти вот вкусные яркие фрукты на такие тарелочки. Вот эти гранаты мне особенно долго и тяжело дались. Очень долго было прорисовывать все эти косточки. Но в итоге я осталась довольна результатом. Следующие несколько работ — это те работы, по которым записаны уроки. Они есть в доступе на Boosty и Patreon. Это такой туманный пейзаж. Здесь мы разбирали, как подбирать цвета, чтобы передать вот такую вот атмосферу, типа освещения, как рисовать туман. Эта работа написана по смоченному с 2 сторон листу. Очень интересно. Если хотите посмотреть и научиться, ищите в описании ссылки на Boosty и Patreon, и также можно напрямую через меня получить доступ к этим урокам и получить консультации по вашим вопросам, которые у вас по ходу возникают. Еще одна работа, которая написана для урока, это вот такие разноцветные камушки. Здесь мы учились подбирать цвета. Работа написана всего 3 цветами. И у меня на канале есть плейлист с 3 цветами. Вы можете найти его. Там есть еще несколько работ, несколько уроков, но про них я скажу чуть-чуть попозже. Еще один урок. Мы рисовали замечательного вот такого скрипача. Это вдохновлено скрипачом Арой Маликяном. Поищите в Ютубе его музыку, очень здорово и красиво. Ну а на этой работе мы учились писать интересный, нестандартный свет, освещение, ну и тоже работать с цветом и с разными техниками. Эта работа написана по смоченному с 2 сторон листу. Здесь мы учились импровизировать. Тоже этот урок есть на Boosty и Patreon, можете его найти. Следующие 2 работы я писала для видео, для сравнения бумаги, но оформила их для того, чтобы отдать на маркет здесь, в Ереване. Тоже они будут вывешены и доступны для продажи. Ну, кстати, все мои работы можно заказать, приобрести. Кроме того, можно заказать принты с работ, если, например, вы не готовы пока купить оригинал работ. Все подробности есть на сайте. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать мне в соцсетях. Контакты есть в описании к видео.
Следующая серия работ относится к марафону «Облака акварелью». Плейлист есть у меня на ютубе. На самом деле здесь небольшой обманчик, потому что часть из этих работ была написана в октябре, ну то есть там в последних числах октября, а часть в ноябре. Но я решила все-таки показать их еще раз все вместе. Плейлист ищите на моем канале. Мы рисовали разные облака, разные типы освещения в разных погодных условиях. Если вам нравится рисовать пейзажи и вы хотите освоить технику рисования облаков, пожалуйста, смотрите, рисуйте. Вот этот урок закрытый, он для моих подписчиков Boosty и Patreon, но 5 других уроков открыты, и вы можете их смотреть, пробовать учиться и получать удовольствие от работы с акварелью. Следующие несколько рисунков сделаны за 30 минут 3 цветами. Эти видео тоже есть в открытом доступе. Я, когда показывала камушки, рассказывала вам о том, что решила сделать такой мини-челлендж, попробовать нарисовать несколько случайным образом выбранных сюжетов 3 цветами за 30 минут. Вот у меня получился такой дельфин, медвежонок и котенок. Уже вы видели, они все нарисованы только 3 цветами за 30 минут. Если хотите попробовать, пишите. Я пока немножко прерываюсь от этого челленджа, потому что на все времени, к сожалению, не хватает, а мне хочется к Новому году записать серию видеоуроков для вас в открытом доступе, которые будут с рецептами разных вкусностей. Вот у меня уже такое готово какао с маршмеллоу. Оно уже на ютубе. Смотрите, рисуйте, пробуйте приготовить. Делитесь, если вам понравилось. Буду очень рада увидеть ваши работы тоже. Друзья, ну я напоминаю, что если вы хотите учиться у меня, получать обратную связь по вашим работам, такая возможность есть. Вся информация есть у меня на сайте. Также сейчас в преддверии Нового года я предлагаю вам заглянуть на сайт, чтобы, возможно, выбрать подарки для своих близких, приобрести мои работы. Таким образом, вы поддерживаете меня, помогаете мне больше времени уделять акварели, тому, чтобы создавать в том числе для вас новые видео. Сейчас также есть возможность приобрести открытки и закладки. Все это можно получить по почте. Если вы хотите получить от меня письмо с открыткой, пожалуйста, пишите. Еще я выбрала часть работ, которые будут доступны по специальной цене только в месяц перед Новым годом, чтобы вы могли порадовать себя и своих близких таким подарком. Всем спасибо за просмотр, за поддержку моего канала. Хорошего вам творческого декабря. Увидимся в новых видео. Пока. Ну, я напоминаю, что увидимся в новых видео.